Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Всех категорически приветствую. Сегодня понедельник, у меня сегодня выходной день, но я все равно вышел на работу и решил записать вам влог. А вышел я для того, чтобы решить несколько мелких вопросов с 400-ками, которые уже уехали, потому что там были какие-то подозрения. С одной на наши недоработки, недоработок найдено не было. Вот. А с другой мопед я продал, там надо было почистить пульт и прокатиться, чтобы, так сказать, развеять сомнения человека, что у него все в порядке, сказать. Собственно, у нас сейчас в работе 400-ка приехала, мы ее еще не начинали с полной диагностикой. И у нас в работе 650-ка. Здесь интересная ситуация у нас. Здесь реальный пробег несколько больше, чем заявлено. Короче, вот этот болт выкрутился из первичного вала, выдавив с собой крышку, пропилив в ней дырку. Вот так вот некрасиво это происходит иногда. Где-то у меня есть коллекция таких болтов. Ну, естественно, он тут немножко покоцан, как и резьба в первичном валу в том числе. Почему это происходит? Ну, если так, по-простому, то можно назвать две причины. Первая причина вероятная – это неправильная сборка, неправильная затяжка. Этот болт тянется только строго с определенным моментом, и если его не дотянуть, то он может раскрутиться. Ну и вторая причина – это если в вариаторе подклинивает там какие-то проблемы с подшипником первичного вала, то он может начать проворачиваться и, как следствие, тоже вызывать такие вот неприятные симптомы. Если с открученным болтом ездить, то, соответственно, в итоге просто закончатся шлицы на первичном валу и может повредить, соответственно, муфту в двигателе подшипником. Подшипник на вал надевается от руки, и он фиксируется на валу за счет бокового прижатия. Вот. А тут у нас на муфте образуется небольшая ступенька. Но здесь критичного износа какого-то я не вижу. Вот смотрите, сколько всякой грязи тут наработано от этого всего мероприятия. Вот. Но в любом случае вариатор снят. Сайлентблоки тут абсолютно конченые. Вот, здесь их никто никогда не менял. Реальный пробег что-то около... Ну, я думаю, что за 80. То есть точно уже не выяснить, но я думаю, что за 80. Короче говоря, сняли варик, вот еще не разбирали. Смотрите, какая получается тут ситуация. Вот этот вот вал болтается у нас в подшипнике, даже стук слышно. Он мягче, чем подшипник, и мягче, чем ответная часть в моторе, поэтому здесь у нас разбиты шлицы. Они прям остренькие стали, их тут осталось совсем немного. Ну и как следствие первичный вал под замену. На подшипнике мы тоже видим выработку. Он у нас стоит на месте, вал крутится, ну вот иногда вращается. В общем, подшипник мертв, первичный вал мертв, в нем разбита посадка. Вот, здесь у нас какая-то стружечка примагничена на датчике. В общем, сейчас мы это дело будем разбирать. Интересно, что в нем... Ну, вот я не знаю, если сюда не лазили после нас, что вполне вероятно, мы лазили где-то тысячах на 40 пробега, меняли шестерни, и вроде как какие-то подшипники. Вот, а сейчас пробега... Ну, то есть мы точно не знаем сколько, потому что он был подкручен. И этот мопед, то есть 3 года катался не у меня на виду. Поэтому мы не знаем точно, что с ним было, но вот его продали, и он почти сразу развалился. Вот, но здесь еще вполне себе шестерни, ну, такие, я бы сказал, процентов 50-60 остатка. То есть они еще даже ничего. Скорее всего, это вторые шестерни на этом скутере. Также у нас подготовлено, сегодня отправляем в ремонт, вот у нас 7 крышек вариаторов.
Вот они у нас все с выработкой. Осталась у нас одна сделанная, он лежит на полке. Вот, не знаю, будет видно втулку или нет, но это, думаю, не так важно. А самое важное, я думаю, то, что, во-первых, одну крышку для обменного фонда я получил вчера из Краснодара. Во-вторых, я решил, что перед отправкой мы разберем вот этот варик. И в случае, если там крышка окажется тоже с выработкой, то мы, скорее всего, ее тоже отправим в ремонт, чтобы фрезеровщика не грузить мелочами. Лучше, когда он один раз настроил станок и дальше уже занимается. Потому что с одной крышкой заморочек с выставлением столько, что этим просто неинтересно заниматься для человека абсолютно. Просто тратится очень большая куча времени на настройку всей оснастки. И для того, чтобы сделать это качественно, все должно быть идеально откатано, идеально соосно. Вот, к сожалению, не все мастера, которые делают эти крышки, способны и, главное, хотят делать их хорошо, так, чтобы не было никаких смещений и так далее. Вот. А выставление там действительно геморройное. У меня когда-то был фрезерный станок, я хотел освоить тему, чтобы растачивать их сам. Вот, в конечном итоге прошлым летом я его продал, потому что времени на освоение у меня нет. Я даже купил кое-какую оснастку, кое-какую планировал сделать. Консультировался, у меня есть очень грамотный, классный фрезеровщик, технолог, он мне рассказал технологию, как это правильно сделать, вот, но она оказалась настолько сложной, что я понял, что своими силами, пожалуй, я это сделать, ну, наверное, смогу, но только это будет нецелесообразно в моем случае, вот. Тут каждый продает свое время за столько, за сколько считает нужным, и если я начну это делать сам, боюсь, что это будет очень дорого. Вот. Поэтому находим какие-то компромиссы. Значит, соответственно, одну крышку я опять на вариатор на сборку использовал, она у нас сделанная. Ну и вот такой обменный фонд у нас накапливается, мы их отдаем делать. Очень переживаю, потому что сейчас у фрезеровщика очень большая загрузка, и я на секунду представил, что придется опять искать кого-то еще, и понял, что это беда полная, потому что с предыдущими мастерами и с тем, что они нам делали, мы успели, ну, конкретно намучиться. То есть было много-много опытов в далеких-далеких годах, типа там 2014, 15, 16, 17, 18, и только, наверное, где-то в 19 я нашел, наконец, того мастера, который вот делает все точно, как я сказал, и точно, чтобы не было никаких нареканий. Вот, потому что были там и переделки за наш счет, и очень это было все дорого. Да, вот почему варик починить стоит дорого, потому что цена ошибки очень велика, и если ты как бы даешь какую-то гарантию и что-то происходит, то ты попал. А тот же самый первичный вал, хороший бэушный, стоит в 2 раза дороже, чем работа по переборке варика. Поэтому какие-то риски в эту работу тоже заложены. А то, что эти риски редко наступают, заложены в опыт, который получен как раз-таки в том числе и за счет ошибок. Еще мне пришел инструмент для того, чтобы рассказать про систему охлаждения гантели, но думаю, что это мы отложим на завтра. А сегодня я планирую разобрать этот вариатор и рассказать, что же у него внутри. Может быть, мы еще успеем разобрать вот эту 400-ку. Чисто хотя бы варик вскрыть и посмотреть, что нас там ожидает. Кстати, друзья, помните, я рассказывал вам про то, что в 400-ке, которую мы купили на запчасти, обгонная муфта была с задранной втулкой. Вот я нашел другую шестерню от такой подубитой обгонной муфты 250-ки и перепрессовал втулки местами. Шестерню мы на всякий случай не выбрасываем, потому что обгонная муфта штука дефицитная, а у 250-ки шестерню часто отламывает вот прямо вот так. Конечно, шестерня должна меняться в сборе со всей муфтой, вот, но на всякий случай мы ее не выбрасываем. Вдруг что-то придется кому-то собрать срочно, там, чтобы доехать или что-то в этом духе. Вот. Перепрессовка очень простая. Сделал вот такую вот оправку
по диаметру, чтобы она вставлялась во втулку как направляющая, и довольно четко упиралась во внешний диаметр. И спокойно прессом это все перепрессовывается. Теперь у нас отличная обгонная муфта с отличной живой втулкой, в хорошем состоянии. Мы это дело помоем и уберем. Будет ждать своего счастливого обладателя. Живые оригинальные обгонки вообще редкость уже стала на старой 400-ке. Очень это такая больная вещь, поэтому мы их стараемся беречь, если они появляются. И именно, кстати, обгонная муфта зачастую это причина смерти стартера. А стартер, как мы знаем, на 400-ках старых это расходный материал. И вот есть много-много любителей покупать китайские стартеры. А китайский стартер, умноженный на полумертвую обгонную муфту, обычно означает срезание шлицов на стартере. Ну, в совсем запущенных случаях она обычно заклинивает. Но до такого обычно не доводят. Запариваются стартеры менять. Ну да, стартер это штука, на нее дорогая, хороший, оригинальный живой стартер. Стоит денег, вот, и, к сожалению, альтернатив особо сильно нету. Итак, продолжаем. Разобрано у нас два мопеда, и 650-ка, и 400-ка. Что мы здесь видим интересненького? Ну, здесь по вариатору у нас полный мрак. Шпонки изношены. Кстати, они еще не успели допилить ответную часть. Около 80 тысяч они проехали, родные. Муфта не разбиралась ранее. То есть обычно по гайке всегда видно. Мы, видимо, в прошлый раз влезли, не увидели поводов ее вскрывать. И не стали этого делать. Кстати, смазка в прекрасном состоянии. Вот, ну шпонки уже пора им по пробегу. Подшипник мертв, понятное дело, совсем. Здесь у нас задняя часть покоцана изрядно. Ну и, собственно, крышка картера. Сейчас будем говорить с владельцем. Возможно, отправиться к своим собратьям на восстановление. Вот, потому что ей плоховато. Стопорный болтик, кстати, стоял совершенно новый и блестящий. Вполне возможно, что последний владелец что-то подозревал и решил его выставить на продажу. Так часто делают, к сожалению. Вот, поэтому надо это дело нормально починить, но мы ждем решения владельца. Такая вот интересная ситуевина. Да, ремешок не показал. Ремешок, в общем и целом, мертвый. Весь погрызенный такой, прям, если присмотреться, весь в таких скольчиках, весь люфтит, почти разваливается в руках. Ну, в общем, 80 тысяч пробега, ему уже, в принципе, пора. Конечно, если бы повезло, он бы мог еще 5-10 тысяч проехать. Ну вот вам собственный ресурс ремня 90, что очень даже неплохо. На 400-ках, в принципе, за этот пробег на ремни те же деньги и потратишь. Вот, то есть, если говорить глобально, то, учитывая, что на 650-ке пробег 80 тысяч и это второе вскрытие, то вот до 80 тысяч пробега 400-ка была бы гораздо дороже в обслуживании. Вот, потому что там глобально денег-то никто не тратил на его содержание. Ну, сейчас уже пора. И даже если сейчас починить, то 400-ка за это время укатала бы целых 4 ремня и 2 комплекта щек. Причем и передних, и задних, по-хорошему. Плюсом еще какое-нибудь сцепление, плюс еще постоянно лази и чисть, о чем-то думай. Вот. Сами понимаете сравнение. То есть, да, на 400-ку все дешевле. Она требует меньшей квалификации, меньшее количество специнструмента, меньше знаний и так далее. Но если нормально обслуживать 400-ку, она выходит в некоторых случаях чуть ли не дороже, чем 650-ка. Поэтому не тешьте себя иллюзиями, что я куплю 400-ку, она будет типа проще, дешевле. Вот. Вот у нас та самая 400-ка. К7 или К8. Ну, в общем, что-то такое. Видим мы здесь новое сцепление оригинальное. Похоже, что плату вместе с колоколом меняли. Это очень большой плюс. Странно, пробег 30 тысяч, но может он К7 трехколодочная стояла, не знаю. Но
Минус, что у них, видимо, не было инструмента, и они крутили гайку зубилом. Ну, в общем, хрен бы с ним, главное, что сцепление новое. Оно действительно новое. Это очень круто. Далее, щеки здесь в достаточно хорошем состоянии, в нормальном. Щеки передние чуть похуже, но тоже нормальные. А вот грузики требуют замены. У них поехали центра. Это дело, в принципе, мы вовремя пофиксили. И надо с этим делом что-то сделать. Поменять их, по всей видимости. Я бы на доктор пули поменял. Тем более пластина правильная стоит. Все как надо. Ремешок сильно изношенный, в трещинах. По всей видимости, он, возможно, родной. Вот. Очень даже все хорошо. Вот видите, как бывает интересно, что на одном скутере щеки там типа 20 тысяч проехали на родном ремне и убитые все, а на другом скутере щеки 30 тысяч проехали на родном ремне и еще даже вполне себе ничего. Вот от чего это зависит? Во-первых, от регулярности чистки, во-вторых, от режимов эксплуатации. Если ездить по трассе или в одних и тех же режимах постоянно, то, естественно, варик будет изнашиваться намного быстрее, прямо многократно быстрее. Так что будем тут принимать решения, смотреть. Скорее всего, предложу человеку вариатор, который я буквально на днях собрал из хороших запчастей. Ну и предложу ему также поразбираться с сайлентблоками. Вот, пока мы в варик лезем. Может быть, подшипники маятника посмотреть. Ну, если он решит как бы дальше ездить на нем, то еще и манифолды бы поменял. Кстати, вот тут вот тоже вот есть какая-то маленькая трещинка. На прошлом мопеде вот этот патрубок пришлось менять. Возможно, и здесь также. Вот. Поэтому делайте ваши выводы сами. Техника бывает очень разная. Рынок — это огромный массив частных случаев, и его не формализуешь. Этому, к сожалению, сложно научить, и какой-то одной формулой, что там, не знаю, 400-ку с пробегом 30 тысяч не покупайте, потому что она будет мертвая уже с мертвым вариком, и надо будет все менять. Такого нельзя сказать, потому что есть куча живых мопедов. И вообще, я здесь рассказываю разные страсти постоянно, и у меня комментаторы часто хейтят, что типа Skyway говно, вот там типа это плохо, это плохо. А на самом деле есть, ну, просто, блин, огромное количество владельцев, я бы сказал, что большая их часть, которые годами ездят и не знают с ними проблем, просто они в сервис поэтому не заезжают. Я знаю людей, вот, которые там, один раз ко мне там приехал человек, мы с ним познакомились, какую-то серьезную проблему я ему вылечил, и он ездит 5-6 лет, я уже забыл, думал, он давно продал этот мопед. И тут он звонит и приезжает: слушай, Антох, типа, давай сделай мне ТО, или вот это там у меня, продай мне запчасти, или там еще что-нибудь почини. То есть зачастую, вот решив там глобальные проблемы какого-то конкретного экземпляра, можно очень много лет кататься и ничего с ним не делать. Опять же, при соблюдении каких-то определенных условий. Понятно, что элемент удачи со старой техникой тоже присутствует. Но здесь не Skyway плохие и не BMW плохие. Здесь вопрос больше в том, как к этой технике относятся и насколько вам повезло. Вот, как вы видите, даже у тех же самых Skyway плавает качество изготовления. Вот почему у одной 650-ки шпонки умирают за 25-30 тысяч. Такое бывает, редко, но бывает. А у другой там 80 прошли. Я знаю пример с соткой на родных шпонках, и полностью все хорошо в варике, и даже были ремни живые на сотке. То есть часто многое зависит от владельцев, от хранения, от эксплуатации, от того, там, насколько регулярно фильтры чистятся, там, на 400-ках, насколько регулярно варики чистятся и так далее, и так далее. Поэтому следите за вашей техникой, и она ответит вам тем же. Итак, продолжаю рассказ про 650-ку. У нас начался ремонт по ней, мы все согласовали с владельцем, и он решил ее делать хорошо. По крайней мере, все вот глубоко, куда мы залезли. Мы поменяли сайлентблоки.
воткнули наш вариатор собранный. Мы его собрали буквально недавно, вот буквально 11 числа. Только вот вкинули, еще не собирали навеску никакую. Поменяем датчик положения первичного вала, он у него не очень. И сделаем замену патрубков воздушного фильтра, потому что они уже в достаточно плохом состоянии от времени. В принципе, вполне разумное решение, потому что мопед в базе достаточно хороший. Несмотря на пробег, реально у него, ну, за ним реально следили достаточно неплохо. Мы перебирали на нем помпу несколько лет назад. Перебирали на нем, вернее, меняли задний суппорт. Вот. Человек, помню, тогда ждал, когда у нас в разборе появится, потому что он был сильно убитый. В общем-то, в базе мопед хороший, там даже оригинальный воздушный фильтр стоит, все в порядке. То есть на нем никто не стремился экономить. Просто, ну, вариатор приехал уже от старости. Поэтому вполне разумное решение в текущем рынке собирать технику, приводить ее в чувство, особенно когда база достаточно живая. Вот. То есть есть смысл продолжать приводить в порядок и оставлять, при том, что хорошая комплектация, все хорошо, а в сегодняшнем рынке совершенно непонятно, что ты другое можешь купить и кому ты можешь это продать. Ну и вот это вот все купи-продай, налюби ближнего своего, ну, я не люблю. Устал немножко от этих всех манипуляций. Вот. Иногда проще и правильнее починить то, что имеешь. Как-то так. Так что завтра мы его, я думаю, соберем, и он скоро поедет кататься. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Напомню, что конкурс наш в силе. Все, кто внимательно смотрели мои предыдущие видео, знают, что нужно делать и какие комментарии писать. Всем пока!